Привет! Никогда не угадаете, куда мы едем. В этом году из-за большого потока туристов мы не смогли остаться на Пхукете надолго и решили отправиться в Хуа Хин, потому что там более комфортные цены на жилье. В этом выпуске я расскажу, как добраться из Пхукета в Хуа Хин и покажу, какой дом мы смогли здесь себе позволить. Хуа Хин. Этот небольшой городок расположился вдоль побережья между Пхукетом и Бангкоком. Название переводится как «каменные головы» из-за скал, разбросанных у побережья. Это очень тихий город. Здесь находится летний дворец короля, поэтому это один из самых безопасных городов Таиланда. Сюда приезжают в отпуск местные жители и европейцы. Как правило, это семейные пары и люди в возрасте. Поэтому здесь почти нет ночной жизни, никаких клубов и вакханалий, как на Банглор-Роуд. Зато много баров, живой музыки и кафе с европейской кухней. Есть много пляжей, но с нюансами. Чуть позже расскажу. Еще в окрестностях Хуа Хина много достопримечательностей, в том числе тайское 8-е чудо света. О них тоже расскажу в следующем выпуске. Из Пхукета сюда можно добраться на автобусе. Ехать около 10 часов. Цена билета 900 батов в двухэтажном автобусе. Было очень комфортно и просторно. Приехали в Хуа Хин мы ночью, и сразу нас удивили цены на такси чуть ли не в 2 раза ниже, чем на Пхукете. Мы с друзьями арендовали дом с 3 комнатами на Airbnb за $1000. Дом с бассейном, я не побоюсь этого слова, с фонтаном и даже с сауной. За эти деньги на Пхукете зимой снять можно было, только что-то вот такое. Наш же дом находился в чистом, красивом районе. Здесь могли бы снимать какой-нибудь сериал про домохозяек. Давайте заглянем внутрь. Начнем с гостиной. Очень светлая, просторная гостиная. Интересный стол, где можно прятать заначки. В гостиной очень много розеток. Думаю, это важно для людей на удаленке. В комнате есть кондиционер, большой стол. Это первый дом в Таиланде, где нам повезло, и здесь есть кулер с водой. С другой стороны находится большой телевизор и хорошая аудиосистема. И здесь у нас кухонная зона. Сюда зайдем попозже, там комната. Здесь у нас туалет. Давайте посмотрим, что у нас на кухне. Нас очень порадовало, что здесь есть посудомоечная машина. Есть тостер. Все необходимые приборы и посуда тоже имеется. Много мелкой кухонной техники. Рисоварка, микроволновка, индукционная плитка, кофеварка – самая популярная вещь в нашем доме, и чайник. Из кухни мы можем попасть на задний двор и еще одну кухню с шикарным видом на озеро. Ее рассмотрим чуть позже, пока пройдемся по комнатам. Пойдемте в спальную зону. Здесь у нас 3 комнаты. Идем в первую. Здесь есть спальное место, кондиционер, большой шкаф и рабочее место. Вид из окна на озеро. Идем смотреть вторую. Здесь большая кровать, кондиционер и вентилятор. Хочу вам сказать, что мы не часто пользовались кондиционером, потому что в Хуа Хине прохладнее, чем на Пхукете. Так, с другой стороны у нас есть шкаф с подсветкой. Его привезли специально к нашему заезду. А еще в доме совсем не было рабочих мест. Мы попросили купить нам один стол для работы, и хозяйка дома буквально через день привезла в каждую комнату рабочее место.
Это чтобы вы понимали, насколько тайские люди гостеприимны и заботливы. Так, продолжим. У этой комнаты выход на бассейн. И последняя комната. Здесь также большая кровать, кондиционер, тоже есть выход на бассейн, и вторая дверь выходит на передний двор. Здесь теперь тоже есть рабочее место. Эта дверь выходит на дорогу, но тут не так часто кто-то ездит, поэтому вполне тихо. И осталась ванная комната. Здесь у нас 3 в одном: и туалет, и ванна, и душ. Кстати, есть стиральная машина, что немаловажно, потому что в Таиланде машинки есть далеко не во всех домах. Ну и осталось пройтись по территории. У главного входа прекрасная веранда. Очень красивая, ухоженная территория. Тут всякие милые штучки. Мини-пруд с мини-рыбками. И обойдем дом, чтобы понимать, как выглядит место, в котором мы живем. Снова шикарный вид на озеро. Вот мы снова уже на кухне. Здесь у нас есть газовый гриль, очень крутая штука. Мы на нем жарили все подряд: мясо, рыбу, овощи, морепродукты. Здесь также есть раковина, посуда, в общем, максимально все продумано. И зайдем еще раз на задний двор. Здесь классная зона для отдыха. Вечером красиво горят фонарики. А здесь что-то только что прыгнуло в кусты. Задний двор шикарный. Хороший бассейн. Место для занятий йогой, например. Зона отдыха и душ. И самое интересное, что здесь есть сауна. Никогда бы не подумала, но в Хуахине бывают прохладные вечера, поэтому сауной мы с удовольствием пользовались. И еще у главного входа есть фонтан. И здесь еще небольшой гараж. Сюда как раз вмещаются 3 байка. Кстати, 2 из них нам предоставила хозяйка дома. И давайте пройдемся по улице, на которой мы живем. Она не совсем типична для Таиланда, тут все же ближе к европейскому стилю, очень чисто, спокойно, все в цветах. В аренду нашего дома включена чистка бассейна и полив растений 2 раза в неделю. Вот такой классный дом можно снять в Хуахине, повторюсь, за $1000. Кстати, еще к нам иногда в гости приходит варан. И знаете, это даже немного успокаивает, потому что мы узнали, что вараны едят змей. Подписывайтесь на наш канал, в следующем видео расскажу, что интересного можно посмотреть в Хуахине.